Кирилл Династия, рупиевый миллиардер. Все инвесторы Bali Bus Development миллиардеры. Приобретение жилья в Дубае, на Бали, в Таиланде. Делаю ноготочки, провожу консультации по визам, строю виллы. Через месяц сдача комплекса апартаментов в самом оживленном районе Бали. У вас около долларовой доходности. На Бали мало строят дорог, узкие, тротуаров нет. В каждой вилле бесплатно даем подарок байк электрический. Вот только дорога, а справа, слева обрыв и бездна. Начали продавать юниты за 79 тысяч долларов. Сдаваться такой 90-100 долларов в сутки. Ну, это какой-то космос. Я вот посчитал сейчас 27,5%. Это на руки, да. И это сценарий, который прямо сейчас происходит на рынке. Мы, миллениалы, бумеры, покупают 10 апартаментов на Бали и сдают зумерам. Вы построили апарты, которые просто апарты, чтобы мы там просто жили. Вы вообще о нас не думали. Вы вообще думаете о людях. Давайте зарабатывать вместе. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня очень классный гость, Кирилл Династий. Да, привет. Да. Основатель компании Bali Development. Это застройщик на Бали. Вот. И сегодня мы поговорим про основные принципы разницы приобретения жилья в Дубае, на Бали, в Таиланде. Поймем, какие интересные черты присутствуют именно в Бали и чем оно отличается. Расскажи, пожалуйста, Кирилл, вообще про то, как вы к этому пришли, как вы анализировали рынки. Будет интересно услышать. Да, всем привет. Приятно, что ты пригласил. Интересно будет с тобой об этом поговорить здесь, в Дубае, потому что, наверное, последние года 2 Дубай и Бали что-то очень хайповое в рынке недвижимости, особенно в СНГ. Мне кажется, все знают, что кто-то что-то покупает в Дубае, кто-то что-то покупает на Бали, что все туда где-то растут инвестиции. Да, где-то люди зарабатывают огромные деньги. Вот. Ну, конечно, и до 2022 года локации были хорошо известны, но с 2022 года это что-то на совершенно другом уровне. Как мы к этому пришли? База — это вообще российская компания. Из Екатеринбурга. Основали ее мои партнеры, учредители Марк Заводовский и Алексей Бас. База появилась как агентство недвижимости 8 лет назад, а потом стала девелопером, сначала в Екатеринбурге и с прошлого года уже и в Москве. Вот, совместно с Level Estate. Комплекс называется Bestseller. Уже начались продажи, и очень бойко. Даже неожиданно бойко, я бы сказал, потому что, ну, вы сами знаете, сейчас не самая простая, понятная ситуация на недвижимости. Да. По ипотекам в России. Вот, да, ипотеки очень дорого стоят, но тем не менее. Есть спрос, есть инвесторы, кто готов покупать. Вот, готов покупать в том числе в кэш. Люди накопили многие рубли и думают, куда их инвестировать. Инвестировать и в РФ, и в зарубежную недвижимость, чтобы дифференцировать свои риски. Ну, собственно говоря, с этой идеей база появилась на Бали, как Bali Bus Development. Вот. Чтобы, по сути, иметь возможность альтернативы для российских инвесторов. Чтобы, да, зарабатывать какую-то доходность в долларах и быть застрахованным от рисков в рубле. Прежде всего, там, вторая причина, чтобы вывести капитал, который выводить становится все сложнее. Чтобы быть уверенным, что ты можешь каким-то образом распоряжаться деньгами за границей. Да, ну и дифференцировать, в принципе, активы, которые находятся в одной стране. Вот, и я, как учредитель, появился в базе с 2022 года, с момента входа базы на рынок Индонезии. Я уже жил на Бали в это время. Я там оказался благодаря моему другу и партнеру Сергею Каледину. Это замечательная история, я считаю, что это судьба. Он на Бали, наверное, уже частая история. Он прилетел туда в ковид в 2019 году и застрял. Начался локдаун. Вот. Застрял на Бали. Да. И решил остаться. А у него был бизнес в Москве, Кайфуй называется компания, большое рекламное агентство успешное. И он смог дистанционно продолжать. Вот. И с 2019 года там живет. Уже, получается, сколько? 6-й год. Ого. Вот. Да, а в 2022 году я поехал на разведку по Азии. Мне было интересно, как там в целом рынке развивается. Это же большой растущий рынок. В целом не только недвижимости, например, Индонезия — это 300 миллионов человек. Постоянно растущий ВВП. Вот. А в рамках Индонезии Бали, ну даже не Индонезии, а в целом Азии, Бали — самый известный туристический такой остров-курорт. Да? Ну, вообще его считают по некоторым рейтингам номер 1 островной курорт в мире. Вот, туда приезжают люди со всего света. Там много ребят из СНГ, летают из Германии, из Франции. В общем, worldwide. И, понятно, что для австралийцев самое ближайшее вот государство развитое, это как дача. Австралийцы сюда прилетают исторически уже много десятков лет. Собственно, они, наверное, и сделали его тем популярным курортом, да, именно стало. То есть и вот создают приятным и, так сказать, востребованным сами балийцы, потому что очень дружелюбные, открытые, всегда улыбающиеся. Застать балийца не улыбающимся — это сложно.
Да, ну это что у него? А сколько, кстати, процентов солнца в этой стране? Как ты думаешь, на своем острове? Бали — сказочный остров тем, что там погода одинаковая круглый год. 28 градусов в любой месяц в среднем. Вау. То есть она не меняется. Меняется Это только интересно. влажность. Есть сухой сезон и сезон дождей. Вот в этом году очень какой-то выдался бойкий сезон дождей. Он начинался где-то с ноября, длится до сих пор. Вот в прошлом, например, году, год назад, точнее, не было вообще дождей. То есть был целиком сухой год. Ну, сухой, это надо понимать, что как бы на Бали сухой — это просто когда ливней нет. Да. Там всегда влажно, всегда приятный, замечательный океан. Ну, тропический климат в целом. Да, климат очень, ну, для меня подходящий. То есть никогда не бывает очень сухо, как, например, в Дубае, вот, особенно летом. То есть там летом очень приятно. Всегда 28 градусов, ну, иногда бывает там 30, иногда легкий дождик накрапывает, но в основном просто великолепие, как в теплице живешь, грубо говоря. Вот. Поэтому его и начали называть этим сказочным курортом, потому что, ну, всегда одинаково прекрасно, всегда зелено, всегда великолепно, эти рисовые поля. Вообще вот этот оттенок зеленого в рисовых полях на Бали, он вот нигде не повторяется в мире. Когда смотришь на эти бесконечные рисовые террасы, это в Убуде, где-то еще, ну, это что-то с чем? Это непередаваемое ощущение, потому что они уходят террасированием там далеко вперед, и какие-то, ну, просто пейзажи, которые, знаешь, это заставка Windows. Да. Легендарные. И доступно всем. То есть ты просто едешь, и оно вот повсюду. Это не нужно в какую-то одну точку приехать, где у тебя вот там посмотрел, вот они рисовые террасы, а весь остальной остров, он другой. Он в принципе такой. В бум-девелоп оно, конечно, меняется, но 90% территории все равно такие. Слушай, а раскрой, пожалуйста, мысль, Кирилл, вот насчет того, как вы пришли и сделали выбор именно Бали. Это был 22 год, да, то есть многие предприниматели в тот момент, в принципе, выбирали новую локацию для ведения бизнеса, да, то есть, и, как правило, выбирали по каким-то устойчивым понятиям, да, то есть растущая экономика, там, стабильный курс внутренней валюты, то есть какие вот у вас были ключевые метрики для выбора локации строительства? Слушай, ну в том числе те, которые ты назвал. Это, правда, очень важно, чтобы курсовая разница была какой-то предсказуемой. И, слава богу, мы вот не прогадали. С 22 года по текущий 25 курс меняется незначительно. Фактически можно говорить, что у вас около долларовая доходность. Ну, то есть в рамках одного года там, например, может какое-то колебание, там 2-3% произойти, но потом еще 2-3 месяца он вернулся в то значение, в котором был. Вот. А какой курс получается? Вот курс к дирхаму получается там 1,365, он у них там ровная линия последние там 10-15 лет. Здесь какая ситуация вообще? Ну, вот так, чтобы понимать. У них в этом значении цифры могут немножко пугать, потому что там все в миллионах, у них девальвация давно случилась, и там курс держится типа в среднем 15 500 тысяч рупий индонезийских к $1. Вот, и поэтому мы все считаем в миллионах, миллиардах. То есть, в принципе... Вот. Надо было, знаешь, как выпуск начинать, что «Здравствуйте, это Кирилл Династия, рупиевый миллиардер». Рупиевый миллиардер, да? Я даже рупиевый мультимиллиардер. Или триллиардер, да, там, и так далее. Ну да. Вот. На Бали можно стать триллионером в целом вполне себе. Ну, то есть все, кто мечтал стать триллионером, уехали на Бали. Надо ехать в рупиевую зону. Господа, езжайте в рупиевую зону и будьте миллиардерами. Да. Вот. Welcome to Bali. 1 миллиард рупий — это $70 тысяч примерно. Блин, ну серьезно, да. Сумма. В целом можно разогнаться до миллиарда очень быстро. Ну, в целом, по сути, каждый владелец, инвестор студии, да, уже становится миллиардером. Мы с тобой изобрели только что для нас новую, возможно, маркетинговую стратегию. Можно говорить, что все инвесторы Bali Bus Development миллиардеры. Да. Неизбежно. Будьте с нами, и у вас нет шанса не быть миллиардером. Но про рупии мы молчим. Да, не, ну все равно. То есть он довольно устойчив. Он устойчив, да. То есть эти цифры, как бы кажутся, что раз там миллионы, наверное, каждый там, как в Турции, год обрушается, а на самом деле нет. Ну хорошо, годовая инфляция там, ну сколько, 3%, 2, 1, Вообще 0. целевая у них 4%. Я думаю, что в среднем она где-то в этой границе и оказывается. Может быть, даже зависит от ниши, да, я думаю, что и 2%. Не, ну это вполне. Да. Особенно в долларе в современном мире. Да. И тут важно соотношение инфляции и роста рынка недвижимости, по крайней мере, на Бали. Инфляция, в пределах 4% будем брать, а рынок растет процентов на 10 в среднем в год. Но это именно в среднем, потому что за 22 год там был кратный рост стоимости земель, недвижимости десятками процентов измеряющийся.
Слушай, а рост за счет каких критериев происходит? Ну вот здесь, например, в Эмиратах, да, то есть основной рост происходит за счет того, что количество мигрантов, оно в 3 раза выше, чем количество выпускаемых юнитов в целом. То есть там количество мигрантов там 150 тысяч в год, да, то есть, а количество производимых юнитов в целом в стране, то есть находится на уровне 65, ну, за 24 год. И получается, что за счет этого спрос выше, чем предложение, да, аренда растет, и, соответственно, за счет того, что растет аренда, повышается цена недвижимости в том числе, да, то есть и где-то там плюс-минус по районам, там 8-10%, в принципе, регулярно присутствует рост. А вот на Бали за счет, вот если эти цифры, может, ты знаешь, или какие-то Ровно другие такая же история. принципы. Это соотношение спроса и предложения. Просто в 22 году настолько много приехало людей, экспатов уже, чтобы Мгм. жить постоянно на острове, что была буквально битва за виллы. И я не шучу, то есть там виллы вырастали в цене там, на сотни процентов от их Мгм. стандарта, потому что просто жилья не было никакого. И девелопмента в том виде, в каком он есть сейчас, ну, то есть вот каких-то компаний зарубежных, в том Мгм. числе из СНГ, там, русскоязычных или каких-то других, их было там, ну, буквально Единица, да? три штуки. Ого. Это столько единицы, реально. Буквально три там каких-то более-менее серьезных девелопера, которые вот в доковидные времена еще на Бали Мгм. обосновались. А вот эта большая новая волна девелопмента, которая очень разная, но тем не менее, появилась в 22 году. И тоже там, ну, половина девелоперов, которые появились, ну, даже не половина, а большая часть, это ребята, которые делают свой первый проект вообще девелоперский. Мгм. Не только на Бали, в смысле, а вообще. То есть они увидели, что настолько дефицит Большой рынка, потенциал, да, да. потенциал настолько большой дефицит предложения, что каждый человек, ну, я хотя бы одну виллу-то по-любому успею построить. И Да. поэтому в Инстаграме там уже шутки ходят, ну, вот в балийском, да, что вчера фотограф, сегодня девелопер. Там можно найти Да-да-да. реально в Инстаграме профили, где будет делаю ноготочки, провожу консультации по визам, строю виллы, вот, ну что-то такое. Вот. Это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, просто это маркер того, насколько был большой спрос, что вот, ну, совершенно кто угодно хотел зайти, чтобы успеть заработать денег. И у Мгм. этих многих кого угодно даже получилось. К сожалению, на этом фоне много было и плохих кейсов, ну, в смысле, там, не достроили, не знали, Мгм. как плохо построили. Мгм. Или построили, но там не на той зоне, например. Вот сейчас Ну, как бы очень горячая актуальная ситуация, тема. да, сейчас о ней поговорим Да, есть подробнее. горячая ситуация на эту тему. Вот. Но мы подходили абсолютно сознательно, уже используя опыт базы РФ, потому что Мгм. база РФ все-таки на тот момент уже было 120 человек. Вот, это довольно... Коллектив, да. Да, И это общее количество билдингов построенное, получается, в России. Ну, это уже на тот момент завершался первый комплекс. Мгм. Вот. Но еще база — это управляющая компания, вот, и под управлением уже было 300 тысяч метров квадратных. И у нас был большой строительный департамент к тому моменту, то есть уже был сформированный, и мы наняли отдельного руководителя департамента стройки еще до начала какого-либо строительства на Бали. То есть там приехал специалист, чтобы смотреть, типа, а как строить здесь, с кем вообще, с Мгм. чем. Потому что строить руками иностранцев нельзя в Индонезии. То есть ты должен строить с индонезийцами. Ты можешь руководить ими, М. но это должны быть индонезийцы. И нам нужно было понять, насколько они квалифицированы, откуда их вообще взять, потому что на самом Бали-то мало людей живет, Мгм. особенно Мгм. строителей. Нужно было вести с Явы. Это где Джакарта находится, главный остров, вот Индонезии самый большой. То есть это еще какой-то такой рекрутерный сложный процесс рекрутинга, Да, то то есть есть там. собрать команду, которая сможет построить квалифицированно и которая будет строить не в первый раз, это большая работа. Мгм. Вот, и мы начали ее заранее. И слава богу, получается. Вот, мы сейчас уже Круто. достраиваем первый комплекс. У нас через месяц сдача первого комплекса Gate 11. Это комплекс Мгм. апартаментов фактически в центре, возле Денпасара, в таком самом оживленном районе Бали. Вот, там же у нас офис, и там же Мгм. наш был первый пилотный проект. Пилотный в смысле, что он просто небольшого объема был. Ну да, Марк рассказывал, что его продали там, друзья купили полностью весь комплекс Ну да, практически, там был да, очень там. быстрый sold-out. Это был даже не коммерческий проект. Нам нужно было протестировать, как мы построим, Да, насколько да, да. быстро, с какими Ага. сложностями столкнемся, в том числе там какими-то регуляторными по согласованиям. И ну, вот этот путь надо было пройти на каком-то объеме, на котором мы могли допускать ошибок. В Мгм. общем, их, Мгм. слава богу, не случилось, но риски надо было нивелировать. Слушай, а расскажи, интересно, Марк у нас выступал на прошлой неделе на мероприятии в DFC и рассказывал про то, как вообще, где находится локация сейчас нового комплекса. И, насколько я знаю, это находится в самом оживленном центре Бали, где Сергей, да, Солонин? да, Солонин построил, получается, инфраструктуру, парк, да, то есть там
широкую, и в рамках нее у вас есть комплекс. Как вообще удалось договориться? Да? На мой взгляд, это одна из самых вообще интересных локаций. Если судить о том, как покупают недвижимость Дубая по карте, то это самая крутая локация стопудово. То есть, если посмотреть на карту и покупать именно по Maps, то я ваш клиент 100%. Слушай, ну там важно рассказать, наверное, про в целом Нуану-Сити. То есть проект Солонина — это город будущего Нуану. Он так вот позиционируется, особенно в русскоязычной прессе. Он в англоязычной версии Нуану Creative City, вот, типа креативный город, а в русских в основном город будущего его называют. Вот. Район так и называется Нуану, в смысле индонезийская это территория, но чуть произносится иначе, называется Нияни, вот, но пишется как Нуану. Вот. И Сергей строит это место как свой дом, фактически. То есть он живет в Индонезии с 2020 года, и он строит инфраструктуру, которая нужна ему самому. Он строит город для себя. Это 44 гектара территории, такого закрытого контура, в который въезд имеется через охранные пропускные пункты, то есть парковка на въезде. И сейчас уже контур закрытый оформился. Вы всегда приезжаете, с бензинового транспорта пересаживаетесь на электрический. Вау. Там ходят эти шаттлы, которые как гольф-кары, вас довозят до нужной локации. Или можно въехать на своем электрокаре, вот если получить пропуск, или на электробайке. Мы, к слову, вот в этой концепции, продавая виллы, там каждой вилле бесплатно даем подарок байк электрический, очень крутой. Вот, потому что это норма внутри передвижения, города, да. И это район называется Табанан, в целом территория, регион. Нуану стоит прямо на побережье, на скале, с видом на океан, закаты, все, в общем, красиво, великолепно, вокруг джунглей. И эта территория в целом новая для развития. То есть все знают Чингу, Семеньяк, а это дальше по острову. Это примерно 20 минут вдоль побережья после Чингу. На Бали, все, кто был, знают, есть большая инфраструктурная проблема. Мало строят дорог правительство в целом, и дороги узкие, и поэтому легко могут образоваться пробки. Особенно все это поняли в наплыв 2022 года. То есть наоборот, да, фактически, если Дубай — это город автомобилистов, то Бали — город пешеходов. Страна пешеходов. К сожалению, не пешеходов, потому что Бали — это город мотоциклистов. Да? Бали — это, точнее, остров мотоциклистов, по той причине, что тротуаров нет. Не существует такой единицы, просто как тротуар в основном в Чингу. У вас только дорога, а сразу справа-слева от дороги это уже какие-то заведения. Обрыв и бездна. Страшно, на видео, знаешь, выглядит именно так. Там два варианта. У вас справа-слева либо какие-то заведения, либо уже рисовые поля. Красота великолепная, но реально в концепции просто вот инфраструктурного развития не было тротуаров заложено никаких. Это большая проблема. Гулять на Бали сложно. Просто остров не был готов к такому наплыву туристов и девелоперов, какой случился. Вот. И Чингу стал районом, который он великолепен, на самом деле. Там куча крутых современных кафе открылось, там крутые фитнес-залы, хорошие апартаменты уже теперь построены, тусовка классная, но жить там некомфортно, потому что там пробки постоянно случаются. Нуану — это как раз первый такой полноценный инфраструктурный проект, где предусмотрено все. То есть там широкие дороги проложены, тротуары, беговые дорожки. Вот там, если на карту сверху посмотреть, видно, что это единственный, наверное, инфраструктурный проект, который вот так был задуман изначально. То есть сначала были построены дороги, и потом уже появлялись все эти локации запланированные. Слушай, это очень, визуально выглядит очень круто, и прям реально хочется там жить. Поэтому... Это правда, я, собственно, там и живу. Вот, абсолютно честно всем рекламирую и продаю проект, потому что я его часть. И Солонин также делает, что он прям там живет. То есть это не проект коммерческий построить и кому-то продать, заработать денег. Это проект, потому что мы сами там. Конечно, это в том числе и про деньги для нас, но это не только про деньги. Вот. А для Солонина, наверное, вообще не про деньги, потому что он инвестировал уже 250, наверное, уже 300 миллионов долларов в эту инфраструктуру. Вот. А инфраструктура на 80%, если не больше по площади, она не жилая, она не продаваемая. То есть это, она коммерческая во многом, то есть это уже функционирующий один из теперь самых крутых и больших бич-клабов. Прямо на побережье стоит бич-клуб, где несколько ресторанов, где зона для тусовок, там сцена. То есть можно приехать туда, просто провести время в целом, если где живешь даже где-то Да, рядом. он уже больше года функционирует. Это Луна Бич Клаб называется. Очень крутой спот. Туда мировые диджеи приезжают. Там каждые выходные какой-то ивент. Сделали там звукозаписывающую студию рядом. Лабиринт называется. Тоже мирового уровня.
Там приезжают артисты, останавливаются, какие-то локальные концерты проводятся. Потом приезжают ребята, про которых я, может, никогда не узнал, если бы не Нуану, потому что там какие-то звезды Африки, например, да, Да-да-да. что-то Локальные. уникальное. Да, интересно. И запустился вот комплекс СПА, например, Люмерия СПА. Мгм. Офигенный комплекс из бань, парилок с массажем, с бассейном. Очень красивая территория. Все это у реки, в джунглях. Вот, и такая, ну, я как русский человек очень люблю баню. Да. Вот, и это, ну, вот тот стандарт, который вы, как русские, ожидаете получить от бани. Потому что, ну, наверное, вообще странно звучит баня на Бали, да? Но иногда хочется. Иногда хочется пойти в баню, потом в холодную купель, и там Ну вот да, это ну есть. процедура бани она же целиком ну, то есть Да. выстроена там ты... Поэтому очень круто. Вот эта концепция Нуану-Сити, города, в котором инфраструктура для жизни была предусмотрена, что для Бали не характерно, Мгм. она и подкупает. А мы строим в самом городе, в закрытом контуре, виллы бизнес-класса. То есть это Мгм. наше участие в этом проекте. Они находятся между двух рек, тоже в джунглях, в стиле, в котором мы назвали его софт-брутализм. Отстранились немножко от того, что классическим является для Бали. Но мы, на самом деле, долго довольно прорабатывали Концепт. концепт, да, архитектурные решения, потому что в целом Нуану — это некий уникальный набор архитектурных решений. Каждый проект делается с отдельным дизайнером, там большая глубокая проработка. И мы вместе с Солониным работали над проектом, наверное, месяца 3-4, вот просто выбирали, как будет принципиально это выглядеть, насколько нам это нравится. Слушай, ну вообще подход очень серьезный. Слушай, а расскажи интересную историю, альтернативу вот этой сказочной, красивого острова и участка на Бали, да, то есть история с русской деревней, да, которая шумит последнее вот время. Что там произошло и вообще действительно ли это такой вопиющий поступок, да, то есть который заставил вообще переживать инвесторов насчет инвестиций? Какие есть вообще устойчивые аргументы, что на самом деле все стабильно, да, Мгм. инвестировать в Бали можно. Ты, видимо, про ParkU это говоришь, про Да, да. комплекс, да. Да, это сейчас горячая тема. Надо в целом сказать, что ParkU был одним из вот девелоперов как раз первой волны, кто успел построить еще к 22 году классный в целом комплекс в Убуде. Это как другая территория, центр острова, это не Мгм, побережье. мгм. Вот. Комплекс в итоге стал таким, ну, действительно, русской деревней. Там А это большинство... какой-то вот там у них прям официальное название или ParkU, да, это... Park U это как девелопер, а русская деревня это как... Ну, это так просто говорят, на м, самом деле нет. То есть это нейминг такой, народный Парк-Убуд. нейминг, да, Да, да. получается? Ну, русской деревней на это время называли Ичингу, Ага. вот, как в целом локацию на побережье, и вот парк, потому что там в основном много Мгм. русских живет. А официальное название получается... Парк Убуд. Ага, Парк Убуд. Парк Убуд, да, Ага. комплекс. Большой комплекс, там апартаменты, виллы, он до сих пор достраивается. Там было классно то, что сделано на входе у тебя. Ну, тоже был инфраструктурный проект, просто в отличие от НОАН, например, там 80% это жилая застройка, и 20% это Мгм. какая-то сопутствующая инфраструктура. В НОАН наоборот. Но, тем не менее, комплекс хороший. То есть там люди инвестировали деньги, зарабатывали деньги, и все шло ничего. Но выяснилось неожиданно в конце прошлого года, что часть комплекса построена на так называемой зеленой земле. Это земля для сельского хозяйства. То есть, Мгм. и еще у нее есть там подкатегория типа природоохранная, которая Мгм. защищается. И какое-то одно из зданий оказалось на участке такой земли. Вот, поднялась шумиха, там в А конце прошлого года приезжали проверяющие органы, всякие, полиция даже приехала. Вот, к Андре начали выказывать претензии, как так получилось. Насколько я понимаю, историю получилось так, что землю в целом можно переводить из одного статуса в другой, и, видимо, парк или Андрей лично решили, что они начнут строить и переведут, Мгм. но процесс затянулся, или это не получилось, и в итоге часть проекта оказалась в этой зоне риска, потому что, Мгм. по идее, здание надо сносить, раз оно было построено незаконно на этом Мгм. участке земли. И дело развернулось очень быстро, буквально месяц назад Андрея арестовали. Это, наверное, первый такой случай, когда... Громкий Да, прям. громкий первый случай, когда белого девелопера арестовывают вот за такое нарушение. Ну, вообще, что-то неслыханное. И публично выставили фотографии о том, как на пресс-конференции он стоит в желтой робе, ну, оранжевой. Такое как бы неприятное впечатление. И все заволновались, потому что, ну, возникла идея, а может быть все там русскоговорящие белые девелоперы, да, иностранные, они вот так себя ведут, да? Но на самом деле нет.
Даже если говорить про ParkQ, они действительно допустили ошибку вот там в этом кусочке, да, земли, но в целом комплекс, он тоже построен был легально. Ну, то есть это просто кусочек земли, то есть потенциально, условно, если там у них получится договориться, то они могут вернуть часть, вложенную инвесторам, да, и перестроить часть здания, которое там находится сейчас на запрещенной Да, я территории. очень надеюсь, что эта ситуация разрешится таким образом, что будут устранены замечания, например, не знаю, здание снесено, закрыто, там просто перестанет каким-то образом функционировать, и комплекс продолжит жить, потому что комплекс большой, там сотни юнитов, и инвесторы вложили туда деньги. А сейчас, я так понимаю, что они под угрозой того, чтобы перестать сдаваться на какой-то период, и инвесторы паникуют. Поэтому хочется положительного решения, не хочется какого-то там, в том числе, уголовного дела, тем более с заключением для руководителя, для Андре. Хочется, чтобы все это прошло в мирном цивилизованном ключе. Важно понимать, что это не в целом рынок такой. Ну, то есть, например, вот Нуану-Сити как город, да, он, в принципе, весь стоит у побережья, это первая линия океана, от океана, то есть 1 километр от океана, это розовая земля. Там Как? можно... Розовая земля, да. Ага. Там можно строить отели, коммерческие комплексы, что угодно. Ну, что Нуану строит. Например, у нас По закону, то есть официально, да? Да, То есть это зонирование предусматривает, и у нас таких проблем в принципе быть не может. Мгм. Вот, и у многих других девелоперов тоже. То есть все, кто на 1 километр, получается, от океана, Это да? зависит от территории. То есть вот у нас так, в других территориях может быть иначе. Другие размерные, то есть Да, какие-то другие дистанции, деревни, там да? другие могут быть нормы, но в целом девелопмент, который вот иностранный, скажем так, да, он легален. Мгм. Это не значит, что мы все строили там в рисовых полях и ничего не согласовывали. Да. Но, безусловно, сейчас правительство будет пристально смотреть на остальных и проверять остальных, потому что они тоже до этого с таким не сталкивались. Для них это тоже не новинка. Они такие, ой, что-то ребят пришли, много всего строили, посмотрим, насколько легально строили. И такие, ой, а может быть, не везде они до конца легально себя повели. Мгм. Вот. И, возможно, будет действительно с ParkQ какая-то показательная история, но мы все надеемся на положительный исход и на то, что это не отразится в глазах индонезийского правительства на портрете нас, как девелоперов. Потому что мы пришли играть на рынке в долгую, честно, потому что мы же пришли, ну, на каком-то, можно сказать, хайпе, но с идеей В работать... 22 году. Да, но с идеей работать долго, потому что доходность балийская, благодаря многим инструментам, в том числе лизхолда. Это инструмент покупки, ну, как бы не покупки, а взятия земли в аренду на долгий срок. Мгм. То есть на Бали можно взять во фрихолд землю навсегда, в целом на компанию, но как физлицо, как иностранец, не имея гражданства Индонезии, ты можешь только в лизхолд взять на Мгм. какое-то ограниченное количество лет владения. Мгм. На Бали чаще всего 30 лет. Но это почему важный инструмент? Потому что когда ты берешь землю в leasehold, это чаще всего раза в 4 дешевле, Мгм. чем купить во фрихолд. Мгм. То есть, ну, понятно, что я как девелопер ее землю-то беру, но это же отражается в конечной цене продукта, Да. вот, апартаментов или виллы. А вот ключевой вопрос у инвесторов, да, и у брокеров, которые тоже нас смотрят, как правильно продавать вот лизхолд на 30 лет? То есть в Дубае тоже есть такая штука, то есть только просто она дольше, до 100 лет, да, то есть до 100 лет понятно, что можно успеть перепродать там 2 поколениями. И, в принципе, климат устойчивый, да, здесь также. То есть, а на Бали как с этим работать? Это частое возражение. Давай просто ответим на него, Это очень поймем. частый вопрос, и он очень Да. правильный, потому что важно понимать экономику этого мероприятия. Ну, во-первых, стоит сказать, что есть инструмент продления. То есть то, что у тебя лизхолд сегодня на 30 лет, Ага. это не означает, что это конечная величина. Ты можешь через 30 лет купить еще 30 лет, Мгм. или ты можешь через 5 лет купить еще 5. А То кто есть будет покупать? Вот вы как застройщик первый раз, получается, взяли а, землю, чтобы построить, а как будет выглядеть процесс в дальнейшем для инвесторов? там есть базово два варианта. Мы либо, если мы продаем, например, виллу, которая стоит на обособленном участке земли, мы можем напрямую стать с лендлордом, владельцем этой земли, Ага. и собственник виллы с лендлордом делает продление там, как он хочет дальше. Каждые 5 лет, каждые 10, каждые 30. У М. них прямые взаимоотношения, мы больше не нужны там. Если мы построили комплекс многоквартирный, как вот типа Мгм. апартаментов, Апартаменты, да. в этом случае мы выступаем посредником. Мы идем, Мгм. договариваемся о продлении и продляемся с И то нами. есть ваша покупателем. управляющая компания, ну, то есть присутствует на протяжении всего времени владения, получается? Да, это, кстати, очень важная тема. Хорошо, что ты упомянул, потому что то, что является сейчас понятным стандартом для Бали, Да. он для всего мира, наверное, не такой. Девелоперы, в том числе мы на Бали, мы сами строим, мы сами продаем,
мы сами же и управляем. То есть это Не, это полный... вообще редкость. Это мы сейчас с тобой об этом отдельную тему Да, это полный раскроем. цикл. Но говоря еще раз про инструмент лизхолда, то есть важно, что, его можно продлять, и это взаимоотношения, которые регулируются только вот в рамках покупатель-землевладелец. Мгм. Нет никаких там государственных настроек, которые должны вам согласовать продление этого лизхолда, там даже на каком-то местном региональном уровне. Мгм. Тебе нужно просто договориться с лендлордом. Если он говорит, что я хочу для него способ зарабатывать деньги, сдавать тебе землю в аренду, говорит, я буду, все окей. Мгм. Можно даже делать предоплаты за следующие продления. А какой объем от, то есть, valuation недвижимости, от стоимости недвижимости нужно будет оплатить через 30 лет? Ну, просто как пример. И работает ли это, если происходит перепродажа? То есть, если, например, инвестор вышел там, через 25 лет из недвижимости, да, или через 10 лет вышел, для нового владельца она опять обновляется до 30 или все равно имеет ключевое там значение прежнего периода? Тут важно в целом понимать экономику. Вот когда мы говорим о продлении, нужно в первую очередь понимать, что на самом деле это не является ключевым фактором принятия решения, потому что за 25 лет, тем более за 30, вы 5-6 раз успеваете вернуть вложенные деньги. То есть экономика такова, что вы за 5-6 лет возвращаете все, что вы вложили в этот юнит за первые 5-6 лет. Остальной период вы зарабатываете деньги, это чистый профит. И поэтому, когда мы даже говорим о том, что хорошо, ну представьте, вы вот думаете, что ничего не продлить. У вас есть там 25 лет. Вы за эти 25 лет по нашей финмодели или там независимой какого-то консалтинга или управляющей компании другой увидите, что вы вернули деньги очень много раз. Это ваше беспокойство вот это входное. То есть это не привязано к тому, вернете ли вы деньги. Слушай, ну 5-6 лет это какая-то, это сколько? Это 15-20% годовых, неужели это реально? Среднее, наверное, 15-17. Последние 2 года были За кейсы. вычетом всех Это сервис-чарджей, на руки. вообще full. Это на руки, да. Не, ну это Unreal. Если это так, то надо всем владельцам недвижимости в Дубае делать выкуп недвижимости, то есть закладывать здесь в кредит, освобождать деньги, вкладывать на Бали и на местные 5% годовых делать 20%. Если это... Прямо сегодня, пожалуйста. Да. Не откладывайте это на завтра. Не. Нет, это правда так. Это доходность, которую можно посмотреть на примере очень многих компаний, девелоперов. Особенность рынка заключается в том, что высокие ставки аренды суточной к относительно невысоким ставкам покупки жилья. Ну, покупки, опять же, лизхолдной. Вот это то, о чем я говорил. Инструмент лизхолда позволяет тебе заработать больше денег, потому что к твоему вопросу про стоимость земли в рамках стоимости юнита, Мгм. она может достигать там 50%. То есть, грубо говоря, если у тебя стоимость юнита там $100 тысяч, да, если ты покупаешь дорогую землю, это может быть половина стоимости этого юнита. Мгм. А мы можем оптимизировать благодаря лизхолду эту стоимость там в 3-4 раза Мгм. сократить. Мгм. И поэтому на Бали абсолютно реально купить апартаменты там типа 30-35 квадрат, какие-то универсальные более-менее, за $100 тысяч. Например, у нас есть комплекс в Кидунгу, это следом за Нуану-Сити сразу. Очень популярный у австралийцев, прежде всего, серф-спот. Там красота вокруг, зеленые поля, также океан, первая линия. У нас 200 метров до пляжа. И мы начали с софт-плана продавать юниты за $79 тысяч. О. $79 тысяч за 25 лет владения, за 32, по-моему, метра квадратных там среднего. Да, и вот в этом примере получается $79 тысяч, а сколько в год будет приносить этот апартамент? Вот. И тут я хотел подвести к стоимости суточной аренды. Сдаваться такой юнит будет, когда мы достроим в 2026 году, примерно за $90-100 в сутки. $90 в сутки, реально? Да. То есть это сумасшедшая какая-то цена. А какая окупаемость получается? $32 тысячи получилось, 32 400 Да. годовых. Да. Вот для примера, чтобы сейчас понять, почему я говорю про хорошее соотношение стоимости юнита и суточной аренды, попробуйте сейчас представить, сколько должен стоить юнит в Дубае, например, чтобы сдавать его за $100 в сутки. Ну, Можно ли смотри, купить за $80 тысяч что-то, чтобы сдать за 100? на самом деле есть такие штуки, точно так же они... $100 в сутки, давай так, это для местного рынка 375 дирхам, да, то есть это на самом деле тяжело найти аренду на Airbnb за эту цену тоже, да, Я особенно понимаю. рядом с метро. То есть это будет какой-то GVC и так далее. Есть такие штуки, такие цены есть, и они выше. Вопрос в другом. То есть если есть такой сервис AirDNA, это Мы сервис, смотрим аналитику тоже там. который Airbnb анализирует. Вот и я знаю вот динамику по местным рынкам, по этому сервису, по районам именно.
То есть если брать самые популярные районы, да, то есть это даунтаун по-любому, да, то есть это Марина, несмотря на ее давность, каждый... Это как русская деревня Дубая. Я Вот. понимаю. И GVC, да, он тоже очень интересный по доходности, несмотря на его заселенность. И вот показатель окупаемости, да, то есть заполняемости, он находится на уровне там от 70, ну там до 79%, реально так, то есть по всем юнитам, да. А какая вот получается на Бали Если смотреть в динамика? среднем, среднебалийскую вот по побережью, ну там и Убуд, например, это будет всегда 70 плюс процентов. Это среднее. То есть это сдаются таким образом и очень крутые юниты, Мгм. и не очень крутые юниты. В топовых локациях она достигает реальных 90%. То есть 90% заполняемость — это не миф. И, например, ставка, которую я называю, мы тоже берем ее а-ля с AirDNA и с других аналитических данных. То есть, Мгм. если посмотрите район, например, Кидунгу, где наши Мгм. апартаменты, это в том же AirDNA, да, или Мгм. в каком-то другом сервисе, увидите, что там стоимость текущая в этом году аренды за одну спальню где-то 90 плюс долларов. При средней загрузке 80 плюс процентов в этом районе. Но там тоже дефицит предложения. Например, мы вообще первые, кто строит там какой-то большой апарт-комплекс в этой территории. Но когда мы читаем свои прогнозы и говорим про окупаемость, мы берем вот эти консервативные сценарии. Для нас консервативный — это загрузка 70%. 70%. Да, то есть при 70% загрузке вы будете получать 15% годовых за вычетом всех расходов на управляющую компанию, на Ну, это электричество, какой-то на все. космос. Я вот посчитал сейчас при тебе, получается, и при вас, друзья. То есть получилось 27,5%. То есть 27,5% это при условии расчета $90, да, за сутки, окупаемости 70% и Ты просто не посчитал еще 32 расходы на... квадрата, $80 000, то, что ваш юнит. Да, это до вычета расходов Доходность. на управление. Ага. Действительно, у вас есть в районе 30% годовых доходности, Мгм. но вам же нужно сдавать его в аренду, нужно, Так. чтобы какая-то компания делала листинг на Airbnb, чтобы была уборщица, чтобы был менеджер, Мгм. Мгм. чтобы электричество платили. И когда вы за все заплатите, у вас останется примерно половина. То есть управляющая компания берет 20% комиссии вот, за управление, но потом сопутствующие расходы идут на это управление, включая тоже электричество, например. Да? В итоге вы наверняка на руки получите 50% в Мгм. среднем по году в не самом позитивном сценарии. В позитивном будет больше, и загрузка будет больше. Но когда мы говорим про 14% годовых, там 15%, Это все равно очень классные это деньги. очень классные деньги, и это сценарий, который прямо сейчас происходит на рынке. Это не то, что мы говорим, смотрите, вот так будет. Это вот вы сейчас там придите в какой-нибудь комплекс, где уже сдаются апартаменты, скажите, хочу купить, запросите у управляющей компании за последние там несколько месяцев отчетность, и вы эти цифры просто увидите, что они в прошлом месяце сдавали вот за эти деньги, и вы бы их заработали, если вы бы купили этот юнит. Но тут важная поправка. Вот эта доходность, она получается при покупке у нас юнитов на оффплане. Мгм. То есть, ну, цена на Бали примерно от оффплана до ключей вырастает на 20%. То есть, купив сейчас, да, вы зарабатываете 15% годовых наверняка. Если вы купите, когда юнит будет готовый уже, это скорее будет там, ну, 10% годовых. Поэтому, ну, никакой мистики, никакой сказки, да, максимальная доходность при покупке на котловане, усредненная доходность при покупке готового юнита, что Мгм. никаких рисков уже нет, да, там никто ничем не переживает. Ну, еще чуть меньшая доходность, когда вы покупаете юнит, который уже, на который большой спрос, который уже круто сдается. Ага. Слушай, ну, очень ты подробно раскрываешь эту историю, конечно, с, получается, обслуживанием вообще. Застройщик делает полный цикл, и это вообще, на самом деле, мы замечаем этот тренд в мире, да, ну как в мире, он начался в России, да, то есть до сюда эти новости и обновления доходят долго. У меня вообще иногда есть такое впечатление, что там в Эмиратах, да, мы оказались как будто просто погрузились в машину времени, да, улетели там на 10 лет назад, и сейчас находимся в ситуации, когда знаем, что произойдет точно через 10 лет, только нужно делать. И, собственно, вот на эту тему есть такой вопрос. То есть сейчас есть тренд, в принципе, у нового поколения, да, то есть поколение Z, да, то есть там альфа еще совсем молодые, то есть это Z — это те, кто родился моложе 97 года. И на сегодняшний день, то есть по статистике, общая доля их приобретений недвижимости, да, находится на уровне 20%. То есть, но у нас за следующие 10 лет, то есть их количество потребления, да, вырастет до 50, да, то есть они станут потребителями 50% рынка.
соответственно, это люди, которые совершенно по-другому привыкли, в принципе, делать покупки, принимать решения, жить, платить. И у них совершенно другие принципы о стандартных процессах. То есть они хотят покупать онлайн, они хотят следить за доходностью онлайн, смотреть графики, они не хотят платить кэшем, они хотят сплитить платежи, то есть разделять платежи по кусочкам. Если говорить о их принципах покупки, а если говорить о принципах потребления, что более явно. И вот эта интересная мысль, то, что на самом деле Z, они могут потреблять сейчас классно, то есть они хотят заезжать в готовое, заезжая живи, платить помесячно по $90, да, где у них будет готовая мебель, все сдаваться, и они будут кайфовать, работать на фрилансе, а при этом, там, условно говоря, мы, миллениалы, да, там, мы бумеры, вкладывают кэш из чемодана, вот, и покупают там 10 апартаментов на Бали и сдают зумерам вообще. Ну вот что ты думаешь вот на эту тему? Как это будет развиваться дальше? Слушай, такие тренды точно есть. Я бы сказал, что эти стандарты от нового поколения очень быстро распространяются на всех, в том числе в формате того, как люди привыкли получать информацию, отчетность о, например, от нас, как там от управляющей компании, да, или как от девелопера. Но если говорить конкретно про рынок недвижимости, действительно, вот на Бали уже воспринимается, что ну, странно, если какой-то девелопер строит тебе какой-то юнит, виллу или апарты, и почему-то она не мебелирована, почему-то он не готов ей управлять, Ага. почему-то тебе нужно искать управляющую компанию. То есть мы уже как-то свыклись за последние 2 года. Для нас тоже новая, на самом деле, история, потому что в России же не так. Ну, во всем мире, по большому счету, не так. Вот. А сейчас мы такие, ну да, действительно, нас так воспринимают, мы должны подстраиваться, что мы построим, мы мебелируем, мы будем управлять, мы будем отчитываться о том, как мы управляем. Вот. И мы будем еще соответствовать ожиданиям не только нашего инвестора, но и покупателя. Ну, то есть, точнее, потребителя, того, кто Да, да. снимает на Airbnb, на том же самом, этот юнит. И на самом деле эта вот связка, она приводит к тому, что девелопер, когда начинает строить, он должен думать уже о том, как будет все О 3 циклах, эксплуатироваться. по Да. сути. Он должен думать про долговечность той мебели, которую он покупает, того оборудования, которое он ставит. Он должен думать о том, насколько в тренде тот дизайн, который он выбирает, насколько хорошо будет на фотографиях Airbnb смотреться юнит, который ты Да, построишь, да. и насколько он будет, ну, что говорят, юзабельным, насколько он будет инстаграмабл. Инстаграму был, и насколько он будет вообще соответствовать современной инфраструктуре потребления, да, то есть наверняка внутри уже должны быть какие-то зоны коворкинг спейсов, да, где можно Абсолютно прийти точно. поработать, кроме бассейна с джимом, да, то есть появляется куча еще дополнительных как бы активностей для фриланс Да, поколения, ты кто абсолютно прав. работает с GPT. Так и есть. Особенно на Бали это актуально, наверное, еще потому, что там же много живет айтишников, ребят, кто Ага. постоянно работает онлайн, и там ну, норма жизни, что ты когда думаешь о том, как человек будет жить, ты думаешь, где будет его рабочее место, где там он будет со своими тиммейтами собираться, чтобы кофеечку попить, М. насколько это будет для него удобно, сколько соответствует его ожиданиям, опять же. Мгм. Вот. И поэтому, да, работа девелопера, она такая стала во многом визионерская. То есть, мне кажется, мы больше думаем не о том, какие материалы мы там будем использовать, например, какую марку бетона. То есть это больше не про стройку теперь стало, Да. а про концепт и то, как этот концепт будет реализован, и насколько наш потребитель этот концепт хочет видеть сейчас. И действительно, например, вот в том же Кидунгу ты четко сказал, у нас и будет, например, поскольку это первая линия, мы делаем серф-шоп, Мгм. можно будет купить или снять серф в аренду, пойти Круто, да. покататься. В то же время, ну да, для серферов, но они же работают, серферы Да. же, они же тоже люди. Да, да, да. Они же, наверное, и айтишниками могут быть, они же там дизайнерами. Поэтому мы делаем коворкинг там же. Но они же не только серфят, они же могут еще, и даже могут и не серферами оказаться, а друзьями Да. серферов, но Да, да. тренирующимися. Поэтому нужно место для йоги, нужен джим, вот, Да. нужна просто кафешка. Вот. И мы реально все это теперь планируем, потому что это стало стандартом. Мгм. Если мы этого не сделаем, на нас будет странно смотреть. Вы построили апарты, которые просто апарты, Да, чтобы да, мы да. там просто жили. То есть Это не для Z, Да, ребят. это что вообще? Вы вообще о нас не думали? Вы вообще людей-то любите, спросят нас? Вы думаете о людях? Да, да. Вот. И на самом деле сложная работа, потому что, прямо скажем, это не профильная работа для застройщика, для девелопера. Вот эта работа с пространствами, она же потом требует того, чтобы еще их эксплуатировать эффективно.
Но мы все знаем, что сделать крутой рестик, например, или даже кофейню, это вообще непросто. То есть там персонал подобрать и так далее. И мы сейчас находимся, кстати говоря, пожалуйста, пишите в поиске партнеров, кто мог бы эффективно управлять там тем же коворкингом или кафешкой или Да-да. серфшопом. Вот. Это очень важная связка. Мы тут не питаем амбиций, что типа вот мы все сами, мы везде эксперты. Такого нет. Я уверен, что нужны сильные партнерства вот в каждой конкретной категории. Каждой категории. Слушай, интересно, а вот здесь развита инфраструктура отелей в Дубае, да, то есть и по большому счету это частично напоминает уже, получается, полностью такую отельную инфраструктуру, да, только для ежедневной жизни. Что я имею в виду? Что отель, как правило, может продавать гостиничные апартаменты, да, своим инвесторам, но при этом они зарабатывают, соответственно, там на кафе, барах, ресторанах, и коммерческие площади сдают в аренду как раз-таки, да, то есть для партнеров. Тут какая концепция? Она может отражаться в каком-то подобном плане, ну, для девелоперов, например. Остается ли часть коммерческих площадей, то есть на территории, которая приносит ренту вам, как управляющей компании, в долгий срок? То есть какая стратегия тут? Это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, концепция ровно такая есть. Касательно позиционирования. Мы Кидунгу называем апарт-отель. То есть база Кидунгу — это апарт-отель. Это место, где вы можете встретиться на сутки, но в то же время можете и пожить. Потому что, например, у нас в большинстве юнитов, даже во всех юнитах в данном комплексе, встроена кухня. То есть это апартаменты с кухонькой, где вы можете постоянно готовить, не только в нашем кафе питаться. Для многих же это очень важно сейчас, что они могут приготовить ту пищу, которую они вот считают правильной, полезной для них, да. Поэтому это одна часть истории. Позиционирование точно такое. Это апарт-отель с коммерческими площадями. А будем ли мы зарабатывать с этих коммерческих площадей долгосрок? В текущей концепции, да. Мы скорее их не продадим, мы оставим их себе, найдем партнера, и будет какой-то доход с этой истории. Совместный, да. Да, но я не уверен, что так будет в каждом комплексе. Возможно, где-то мы будем продавать. Потому что приоритет, чтобы был сильный партнер, который там тоже кафе или ресторан реализует. И если он скажет, что я работаю в концепции, что я купил, а не снимаю в аренду, и тогда я захожу, наверное, мы скажем, хорошо, мы продадим. Да. Здесь приоритет не в том, чтобы заработать с конкретной коммерцией, а с тем, чтобы комплекс функционировал, потому что нам важно, чтобы все сдавалось в аренду эффективно. Это ключевой фокус. Да, поскольку мы продали доходность для инвесторов. Мы продали юнит, который будем сами управлять, нам важно показать доходность. Чтобы показать доходность, важно, чтобы это было Инстаграм, был инфраструктура, все дела. Да, и все вместе. Очень круто, очень... В этом смысле эта история для нас сложная. Мы тут заложники этой ситуации. Но для инвестора и покупателя эта ситуация идеальная. Идеальная. Да, мы сами себе не оставляем выбора, типа, делать плохо. Потому что если мы построили плохо, мебелировали плохо, или там рестораны сделали стрёмные, мы не сможем показать те данные, которые мы в финмодель заложили. Да, очень классно все в тему все звучит, да, то есть и для инвесторов, и для тех, кто время захочет провести на Бали, и в том числе для каких-то индустриальных инвесторов, да, кто захочет строить целые вот, микрорайоны, да, то есть интерес, какой у меня присутствует, IT, с IT-части, да, то есть мы как сами создатели платформы, да, то есть для недвижимости, понимаем, что сейчас большое количество недвижимости продается на этапе новостроек. А что происходит со вторичным рынком и с коммерческим? Да, то есть вот такие два, то есть поинта. Есть ли вообще рынок вторичной недвижимости, где выставлять недвижимость на продажу, как он организован, диджитализирован ли он как-то, ну, то есть стоит ли смотреть нашим коллегам, да, то есть в эту сторону, IT-предпринимателям, в сторону Бали, то есть делать там какие-то классифайды, что там вообще происходит? Это тоже интересный, быстро развивающийся рынок в части IT. Но, кстати, на недвижимость надо сказать, что вторичный рынок, конечно, есть, и он сейчас все больше и больше, потому что вот много всего вводится в последние 2 года, много всего достраивается. В целом, по объему вторичный рынок не очень большой, но будет расти. И важный маркер, что вторичка стоит сейчас дороже первички. Как только соотношение выравнивается, означает, рынок начинает стагнировать. То есть ты, когда покупаешь первичку, ты же рассчитываешь что-то заработать. Да. Вот. Для этого вторичка должна стоить дороже. Если они выровнялись, у тебя появляются риски. А пока на Бали очень стабильный тренд, что у тебя всегда к моменту ввода в эксплуатацию твоего объекта он стоит дороже, чем стоил тогда, если объект классный. Вот. То есть понятно, что есть плохие кейсы, но это кейсы, когда там неправильно выбрана локация, плохо построена и так далее. Я говорю про хорошие варианты, про хорошие комплексы. Это вот очень правильное соотношение и очень большая вилка. То есть заработать 20%
от оффплана к ключам, абсолютно реальный кейс. Были в 22 году истории на очень мощном таком спросе, да, на рынке покупателей, что там 30-40% годовых делали, но это исключение. Мы такое не таргетируем, мы не говорим, что вот вложь деньги обязательно на Бали и заработайте 40% годовых там, на перепродаж. Но такое бывало, то есть это просто правда. Вот. Ну, 10%, как бы, 10-20% можно на капитализации рассчитывать. 15, короче, можно рассчитывать, получается, усредненное на увеличение стоимости точно. за срок 2-3 года. Нет, мы строим 1,5. Полтора. Мы строим 1,5, и за 1,5 года 20% это вот наш маркер. А если говорить на языке девелопера, то есть это получается ground floor плюс 4, да, или плюс 3, какой вообще? Ну, это плюс 3, да. Плюс 3, малоэтажный, да, строительство. Да. На Бали вообще многоэтажек нет. Регулируется законом, строить в основном выше 15 метров нельзя. Потому что там есть статуя Гаруда, вот и выше нее ничего не должно быть. Это религиозные определенные стандарты. То есть это не что-то связанное с вулканами, землетрясениями. Вот. А про вторичку и то, как она в IT реализуется, в Азии доминирует Facebook Marketplace, и что угодно покупается, продается через Marketplace на Фейсбуке, от там телефонов до... Реально, то есть недвижимость продается там же? Да, там можно купить, снять, вот все там мотоциклы, машины, что угодно. Вот. Но сейчас появляются новые классные игроки, как вы, например. И там другие компании заходят, в том числе много русскоязычных айтишников прямо на острове над этой историей работают. Платформы, да? То есть... Делают платформы, делают мини-апы в Телеграме. Очень хорошая история, потому что на самом деле функционально Facebook Marketplace не крутой, но это просто универсальный маркетплейс для всего. Там сортировки не работают, там никаких подборок. Конечно, это же не ключевой как бы подпроптех. Это, не крутой продукт. То есть нам можно намного лучше. И слава богу, эта история развивается. Я уверен, что еще года 2-3 и будет что-то, похожее там на циан российский, наверняка, в том числе в Индонезии, на Бали. Вот, мы этого все очень ждем, мы это очень приветствуем, даже готовы активно сотрудничать, потому что это в наших интересах. У нас тоже вот-вот будет вторичная недвижимость, которая будет с которой нужно работать. Да. Поэтому классно, что эта история развивается. Я уверен, что в Азии сформируется какой-то большой игрок на этой почве. Потому что на Бали, что там в Таиланде, на Пхукете, да, ожидания одни и те же, и там как бы нет игрока. Окей. Слушай, интересно, да. А насчет коммерции? Здесь, например, похожая ситуация, да, в Дубае, что, в принципе, застройщики стремятся оставить коммерческие площади для себя. И даже Имар, который строит там, соответственно, жилые комплексы, он тоже оставляет площади для себя и сдает в аренду их, как управляющая компания. В основном этот тренд? Или можно где-то углядеть, найти, соответственно, на маркетплейсах индонезийских коммерцию? В основном тренд именно такой, и коммерции в продаже очень мало. Если заходить, то на этапе тоже оффпланы, договариваться, да, то есть... Да, наверное, абсолютное доминирование жилой недвижимости на Бали, потому что, в принципе, коммерческих площадей очень мало. Их специально почти не строят, то есть только торговый центр, условно говоря. Так, чтобы вот какие-то были маленькие там здания, которые специально построили как торговики, такого почти не происходит. То есть вся коммерция, она внутри каких-то комплексов. Здания отсутствуют, да? Почти нет. Вот там буквально специально, недавно тоже русскоязычные ребята построили большой довольно комплекс, там трехэтажный коворкинг. Вот, Сеттер называется. Виталик, привет, классный у тебя проект. Вот. А так, то есть сейчас такой тренд появляется, опять же, на коворкинге, например, да, но офисных зданий как таковых почти не существует. Но там есть Денпасар, столица, как бы такая административная, там есть, но там тусовка другая. Это не там на сами, острове, да, уже. Там сами индонезийцы как бы живут, работают. Другой стиль, да. Давай поговорим о непосредственно рынке брокеров, потому что то есть доля наших телезрителей — это брокеры, уважаемые коллеги. Да, то есть и в чем суть? То есть суть в том, что, например, в Эмиратах, в Дубае, да, то есть брокер, он, как правило, то есть классный брокер, который ориентируется в рынке, он закрывает много задач для своего инвестора, да, то есть многие стремятся быть таким приближенным товарищем семьи, на этапе переезда помогать там со счетами, с оформлением, получением Emirates ID, в дальнейшем, естественно, покупкой недвижимости, сдачей ее в аренду, мебелировкой, дизайн, реновация, да, то есть там целый цикл, да, и по большому счету брокер, который в теме, который в рынке, ему достаточно, в принципе, там, набрать
10 достойных инвесторов, да, и управлять их семейным недвижимостью, то есть и у них будет там объем листингов там 40-50 штук, да, то есть и они будут вместе с двумя ассистентами закрывать полный цикл работ. А вот с точки зрения Бали, то есть на каком, на твой взгляд, уровне находится, в принципе, рынок брокерских услуг на Бали? Он переоценен, недооценен, и кроме, получается, вот брокерской услуги, есть ли какие-то доп. Услуги, чем занимаются компании, агентства на Бали? Слушай, агентства и агенты за последние пару лет очень сильно выросли. Теперь ребята действительно стали понимать и легальную сторону вопроса очень Мгм. глубоко, и того, как управляющие компании объектами своими занимаются, и того, как сделку проводить. То есть сейчас я бы сказал, что много стало профессиональных брокеров, которые со всего мира. То есть ты можешь найти и русскоговорящих ребят, и из России, и из Украины, и из Беларуси, которые уже Мгм. живут на Бали не первый год, и которые знают про рынок все. И готовы тебе вот разложить картину от момента того, как ты будешь подписывать договоры, оплачивать, до момента того, как ты будешь получать деньги, когда комплекс достроится, и как управляющая компания будет тебе их отправлять куда. И в Мгм. том, какие налоги платить еще тоже расскажут. Вот. И такие же крутые ребята есть уже из Австралии, из Германии. На любом языке ты уже можешь получить, мне кажется, консультацию вот полного цикла. Ну, например, у нас у девелопера тоже есть в штате свои менеджеры, то есть как брокеры, агенты, да. И у нас есть юрист постоянно в штате на Бали, индонезиец, который постоянно их консультирует. Но, честно сказать, мне кажется, менеджеры уже сами все знают. То есть настолько Мгм. уже поднатаскались, что все вопросы уже обсудили не по разу. И касательно статуса земли, сейчас все Мгм. спрашивают, какое зонирование у вас, да? Какие нужны документы, чтобы начать строить, чтобы ввести в эксплуатацию здание. Мне кажется, вот нам, если сейчас написать просто через сайт, там, в CRM, вот любой вопрос, реально не консультант профессиональный, а менеджер на любой вопрос ответит. Ребята, экспресс-погружения прошли за последний год-два. Все спрашивали, для всех рынок новый. Мы в том числе, например, давали рекламу балийского подразделения, балийских проектов в Москве, в Екатеринбурге, а там же для людей, они вообще, может, никогда не были в Индонезии, на Бали, да, и для них непонятно правовое поле. Что такое лисхолд, что такое фрихолд, как деньги забрать, как туда в деньги вообще отправить. И мы готовили большие гайды, чтобы это объяснять, потому что человеку страшно, объективно. Он Да, вот впервые хочет отправить деньги из России куда-то там, в да. какой-то Как Балийский он этим остров. будет владеть еще Да. потом, когда они придут? Да, Это тоже важно. он первое, о чем думает, а вообще деньги мои, точно уйдут хотя бы. Потому что свифты же там с трудом ходят, да, Да. приходится изобретать инструменты какие-то, как деньги отправить. Вот. И у нас, например, можно было, и можно сейчас прийти, отдать рублями в офисе базы в России деньги, и ты неожиданно получаешь договор и владеешь каким-то юнитом на Недвижимости на острове Бали. Бали. Да, то есть ты Это вот круто. просто рубли принес, и все сильно упрощается. Но чтобы это сделать таким простым, нам нужно было всю схему эту вот развернуть для самих себя. Потому что мы-то взяли рубли, но мы же должны их в рупии все-таки как-то Мгм. конвертировать. Мгм. В договоре-то рупии будет написано, и договор с индонезийской компанией. Но эта схема потребовала времени, но сейчас все работает, все легально, и это здорово. И я думаю, что брокеры, вот которые эти 2 года прошли, скажем так, боевой закалки, когда они должны были всем по много раз Да, объяснить, как рынок рассказать. работает, они будут и далее очень успешны. Мгм. Ну хорошо, какая комиссия для уважаемых брокеров у базы Development? Надо сказать, что в целом рыночная комиссия на Бали высокая. Мы агентствам платим в среднем 5%. А дальше это зависит от того, где вы работаете. Ну это Вот. высокая относительно России, относительно Дубая, Да. среднерыночная. Ну да. Да. Относительно России это высокая. Вот. Если говорить именно про брокеров, у нас работает реферальная система. Мы просто за лида, если вот вы нам привели человека, и мы сами закрыли сделку, даже вот, например, вы в Дубае, да, Ага. отправили нам лида, мы заплатим 2%. То есть не нужно делать сделку, не нужно заключать договор, просто приведите нам, будет У вас сделка, есть будет свой 2%. closing department, Да, скажем так, да? мы сами все закроем, сами оформим договор. Если вы готовы условно в Дубае для нас закрывать действительно само подписание, сами проводить Zoom, да, или там Да, да. очную встречу, Активно брокер участвует. да, и до 5% можно заплатить индивидуальному брокеру, но если он готов цикл, да, Ага. закрыть. А так просто Интересно. Цикл. 2% за лида, очень, мне кажется, классная история. 2,5% получается. То есть есть реферальный лид, да, то есть которого ты отдаешь, и есть лид, который непосредственно полностью, да, то есть вы являетесь как
основным продавцом и не хотите отдавать номер телефона клиента. Окей. Слушай, еще, ну, есть такие, да? То есть это надо Не-не, тоже знать. это просто про вопрос погружения. Я, например, понимаю, что сегодня, чтобы человеку вот в Дубае, брокеру, да, самому провести сделку, он должен большое погружение в рынок провести, что вот знать все то, что я рассказал про листхолд, про это зонирование, это просто много времени. А у него сегодня спрашивает покупатель, а если на Бали купить, там что? И я думаю, что самое простое взять и на этом этапе за руку его к нам привести и сказать, они сейчас тебе все расскажут. Ребята классные, мы им доверяем. И мы, правда, все расскажем. И для всех так проще. Потому что, человек, ориентированный все-таки на недвижимость в Дубае, да, агент, у него же другие сделки есть, ему, может быть, просто некогда погружаться, а это невозможно заработать. И заработать вот в одно движение. То есть, пожалуйста, передай нам лида, мы закроем сделку, проценты будут твои. Мне кажется, для всех оптимальное решение. Согласен полностью, да. То есть условия, просто тот, кто более, скажем так, нацелен на конечный результат, будет стремиться забрать и 5%. Да, здесь же важна скорость и объем. Да, но мы говорим еще, видишь, в основном информацию для агентств, потому что агентство также рассматривает альтернативы. Понятно, брокер может работать с вами напрямую, да, то есть, но для агентств, то есть какие у вас условия? То есть это агентский договор также, да? Конечно. Да, то есть полное взаимодействие. Да. Окей, то есть, в принципе, работать с вами могут как российские агентства, так и из Объединенных Арабских Эмиратов, да, то есть... Откуда угодно, да. Мы worldwide готовы подписывать соглашения, готовы выплачивать комиссии. Мы, собственно, уже это делаем. Окей, интересно, а какая будет конкуренция, думаешь, вот у коллег, кто начнет? То есть сколько, в принципе, агентств на Бали, по твоим вот ощущениям? Вообще агентств и агентов, безусловно, очень много, мы говорим про тысячи, но эффективных, кто вот действительно понял рынок, понял, как делать, как собирать лидов, как маркетинг настраивать хорошо, их, я бы сказал, всего десяток агентств. Буквально 10 крутых агентств, и которые работают на разной аудитории. То есть есть, например, агентства, которые специализируются только на Австралии. Вот они продают, потому что они понимают специфику австралийского покупателя. Да. Там ментальность, их ожидания легальные. Они часто хотят покупать в ипотеку, там есть инструменты специальные, много нюансов. Есть... Из Австралии? Да, так можно. Есть инструменты специально там для Европы разработанные. Вот. Есть вот под Дубай, как вы своим покупателям рассказываете, агентам. Есть агентства, которые только работают на Украину или на Россию. Тоже специфика определенная. И они образуют вот такой набор условно из 10, которые очень эффективные, которые на рынке состоялись. А остальные, скажем так, идут, вторым, может быть, эшелоном. Да, слушай, спасибо. Ты раскрыл вообще просто широкую палитру сегодня возможностей, вот, как для инвесторов, так и для предпринимателей, девелоперов, кто, возможно, смотрит, изучает рынок, да, то есть сможет работать вместе с вами, открывая классные заведения на ваших коммерческих площадях, да. То есть, и для брокеров, агентства недвижимости, кто заинтересован расширить вашу геоприсутствие, да, то есть база Development открыта для сотрудничества. То есть мы обязательно оставим тогда ссылки на ваши ресурсы, да, то есть супер. какие сможете тогда передать, то есть с кем можно будет связаться вот за подключением, например, к вам. Я думаю, что лучше всего напрямую с нашим руководителем отдела продаж. Вот. Это отличная идея. Да, спасибо тебе большое за разговор. Нам действительно это очень актуально. Я в Дубае, собственно, в том числе, потому что мы хотим здесь, чтобы у нас были сильные партнеры и были продажи, в том числе в Арабских Эмиратах, потому что нам кажется, это очень актуальное, альтернативное предложение к тому, что человек может купить и здесь, и там, дифференцировав риски. Безусловно. Или, купив здесь, перезаложиться, вложить туда. Есть много инструментов, как мне кажется, которые, очень сейчас хорошо бы зашли. Вот, поэтому да. Да, и у нас с ребятами есть, кстати, совместно разработанный продукт, да, то есть мы занимаемся как платформа, в том числе ипотекой и выкупом недвижимости. То есть если вы заинтересованы в том, чтобы, например, там вы ждете своей цены в Эмиратах, да, то есть рассчитываете забрать там 20% к вложенному капиталу, вам нет необходимости продавать ее сейчас, перекладываться в недвижимость в другую, да, то есть вы можете просто освободить 80% капитала и переинвестировать, то есть вот эти 80% стоимости от вашей недвижимости в недвижимость на Бали, да, то есть, как Кирилл сегодня рассказал, это 15%. 12-15 можно получать гарантированно, а по телу кредита нужно будет платить всего 4%.
При этом тело кредита будет окупаться той арендой, которая сдается у вас здесь, в Эмиратах, а деньги вы просто освобождаете и получаете плюс 15% на вложенный капитал. По-моему, схема для Поддерживаю true полностью. инвесторов, вообще, кто в теме. Да, то есть Инструмент классный. офигенный, да. То есть можно дважды использовать капитал фактически почти в полном объеме. Мне кажется, это потрясающе. Да, так и для брокеров, на самом деле, это классная возможность создать вот эту вот возможность для инвестора, да, потому что вы можете сопроводить эту сделку и, соответственно, заработать на этом процессе как самостоятельно, так и дать возможность заработать на вложенный капитал для вашего инвестора. Отличная схема для Win-win. всех. Да. Давайте зарабатывать вместе. Поехали. Let's make it money together. Yeah. Что, тогда контакты все оставим в описании, да. Спасибо тебе большое, что приехал к нам и проделал этот путь 9 часов перелета. Спасибо большое за этот разговор. Он получился глубоким и, мне кажется, правда интересным. Буду рад рассказать что-нибудь еще. Зовите.